Кажется, это самый уютный город Европы. Узкие мощеные улочки, фахверковые дома и бронзовый осел из сказки «Братьев Гримм», который, по легенде, исполняет желание, если подержать его за ноги. Добро пожаловать в Бремен! Бремен часто попадает в рейтинги городов Германии с самой высокой зарегистрированной преступностью. В 2024 году он оказался на первом месте среди крупных немецких городов по числу зарегистрированных преступлений на 100 тысяч жителей. Но если посмотреть на Бремен глазами туриста, ничего страшного не происходит. Спокойно, красиво, почти как в сказке. И вот это меня заинтересовало больше всего. Где здесь та самая суровая реальность? Я приехала проверить настоящий Бремен и посмотреть, где гиды приукрашают реальность, где туристов вводят в заблуждение и насколько здесь безопасно и комфортно находиться. Первые звоночки появились практически сразу. Видите эти гвозди? Туристу в Бремене вообще не обязательно брать гида. Здесь ему просто проложили дорогу гвоздями. Около 2000 гвоздей, которые ведут через центр к главным достопримечательностям. Это официальный туристический маршрут, который называется Нагельруте – маршрут гвоздей. Идею придумал глава бременского туристического офиса Петер Зиммеринг после поездки в Бостон, вдохновившийся знаменитым Фриден Трейл. Изначально было около 1000 латунных гвоздей, и позже появился маршрут, который расширился примерно до 2000 точек. Но есть один забавный нюанс. В официальной оценке города позже признали, что маршрут имеет недостаток. Турист, высматривая следующий гвоздь, слишком смотрит под ноги, вместо того, чтобы смотреть на архитектуру вокруг. Ну, конечно, гениально. Город сначала придумал, как показать туристу достопримечательности, а потом сам понял, что турист их не видит. По городу повсюду ключи. Их можно увидеть на зданиях, гербах, вывесках, сувенирах. Такое ощущение, что город решил, если уж придумали один символ, давайте засунем его вообще везде. И здесь туристу, конечно, расскажут красивую историю. Ключ, символ Бремена, ключ к миру, к торговле, к большому миру. Звучит прекрасно. Но настоящая история куда прозаичнее. На городском гербе ключ появился еще в 1366 году и связан со Святым Петром, покровителем Бременского собора. То есть на самом деле это такая средневековая религиозная штучка. Смайлики. Бремен – это не просто город. Это отдельная федеральная земля Германии. Причем довольно необычная. Вместе с Бременхафеном он образует единственный в Германии двухгородской штат. А официальное название звучит вообще солидно. Свободный гайдзенский город Бремен. Слово «свободный» здесь воспринимают достаточно буквально. Во время прогулки я совершенно случайно попала на митинг. Участники выступали против абортов и призывали защитить жизнь от момента зачатия до естественной смерти. Судя по листовкам, которые они раздавали прохожим, акция была организована ТФП Deutschland, католической организацией, которая сама называет себя защитником традиции семьи, частной собственности и католической веры. В общем, листовки были. Аргументы были, призывы были, и, судя по всему, надежда убедить прохожих тоже была. Реакция людей оказалась очень разной. Кто-то останавливался, разговаривал, брал листовку и соглашался с участниками. Кто-то, наоборот, даже не хотел ее брать и просто проходил мимо. Вот здесь мне было интересно наблюдать именно за городом. Потому что тема достаточно острая, люди явно придерживаются совершенно разных взглядов. Но на моих глазах все проходило спокойно. Никаких столкновений, криков, беспорядков я не заметила. Полиции тоже рядом я не видела. Здесь вам покажут Роланда, символ свободы Бремена. И, конечно, расскажут, почему между его острыми коленями ровно один бременский локоть. А у ног еще и спрятан персонаж старой бременской легенды. Потом обязательно покажут бременских музыкантов. Правда, есть маленькая деталь. В сказке «Братьев Гримм» они до Бремена вообще-то не дошли. Они нашли дом разбойников по дороге, выгнали их и решили там остаться. До города так и не добрались.
А если просто идти по городу и смотреть по сторонам, можно совершенно случайно попасть в спор о религии, морали и законах. И это уже действительно не сказка из путеводителя. На мой взгляд, это тоже часть реального Бремена, которую в туристическую открытку обычно не помещают. Одна вещь, которая бросилась мне сильно в глаза, здесь довольно много людей, которые просят милостыню. И вот это, честно говоря, меня удивило. Я сама живу в Германии и привыкла к тому, что здесь довольно сильная система социальной поддержки. Поэтому увидеть в центре Бремена сразу столько людей, скажу помягче, для меня это было непривычно. Конечно, я не могу по внешнему виду понять, кто действительно оказался в тяжелой ситуации, а кто просто выбрал такой способ заработка. Но когда таких людей встречаешь одного за другим, невольно начинаешь задумываться, что за красивой картинкой туристической есть и совсем другая история города. Поэтому я отправилась в Фиртель и попала совсем в другой район города, не туристический. На самом деле Фиртель – это не отдельный район с таким официальным названием, а так называют местные два соседних района – Остертор и Штайнтор. И вот здесь Бремен уже совсем другой. Граффити здесь буквально везде – на стенах, на дверях, на подъездах. Иногда кажется, что у некоторых домов просто не осталось свободного квадратного сантиметра. Я читала, что Бремен очень гордится своей уличной культурой, даже позиционирует себя как стрит-арт-сити. И здесь действительно много муралов, граффити и искусства в общественном пространстве. Но, честно, одно дело красивый мурал, который создан специально на стене, а совсем другое, когда ты смотришь на подъезд и понимаешь, здесь художник явно не спрашивал разрешения. И, как я поняла, с 70-х годов Остертор и Штайнтор постепенно превратились в центр альтернативной культуры и развлечений. И здесь закрепился более свободный, неформальный образ жизни. Но вместе с этим у района появились и свои проблемы. Город отдельно упоминает наркотики и уличную проституцию. Я пришла сюда днем и никаких не увидела ни погонь, ни разборок, ни какого-то ощущения, что здесь обязательно произойдет что-то страшное. Но визуально, глядя на район, на большое количество проезжающих полицейских машин и интуитивно, я понимаю, что в этом месте возможно все. А вот здесь далеко и ходить не надо. Можно сразу увидеть два лица Бремена. С одной стороны трэш полный, с другой стороны классные, нормальные, ухоженные домики. По пути мне встретилось вот это милое здание, которое выглядит совершенно прилично и даже связано с дизайном и культурой. А когда-то это была тюрьма. Думаю, сложно представить себе лучшее развитие карьеры для бывшей тюрьмы, чем стать музеем дизайна. Ну, хотя бы теперь люди сюда заходят добровольно. Представьте, еще совсем недавно здесь были камеры и заключенные, а сегодня выставки и культурные мероприятия. Причем официальный туристический сайт Бремена прямо описывает эту часть города как культур-майле, культурную милю. Как вы относитесь к такому преобразованию? Пишите в комментариях, интересно будет почитать. Ладно, давайте вообще вспомним, зачем мы сюда с вами приехали. Мы туристы, нам здесь не жить, коммуналку не платить, соседей не выбирать. Нам главное, чтобы было красиво, интересно и чтобы хотелось погулять. И у меня для этого есть моя специальная рубрика. Включаю смайл-тест, мой личный детектор. Сейчас проверю Бремен как инспектор. Начну с туалетов. И вот с этим в историческом центре у меня возникли вопросы. Я честно ходила по центру, искала, и нормального общественного туалета прямо на туристическом маршруте так и не нашла. Конечно, в центре они есть, просто их не так много, и распределены они довольно своеобразно. Есть вариант зайти в кафе или ресторан. В Бремене существует система так называемых нетте-туалеты, когда заведения разрешают прохожим бесплатно воспользоваться туалетом в часы работы. Но бывало, что такие места закрыты, и туалеты находятся либо на вокзале, либо на набережной, и то платные. Идти надо туда специально. Ну, так себе занятие. В общем, туалетный квест в программу Бремена я не заказывала, поэтому для меня это no-go.
Питьевые фонтанчики тоже no-go. Потому что за все мое время нахождения в Бремене мне попался всего один, и тот не работал. Самое интересное, что Бремен заявляет, что в городе есть 21 фонтан. Но вот беда, если ты турист и весь день гуляешь именно по историческому центру, они как-то очень хорошо умеют от тебя прятаться. Мусорников везде много, и проблем тут же выкинуть мусор абсолютно никаких нет. Go! А в парках мусорнички даже с замочками. Ну, видно, чтобы содержимое не украли. С транспортом и светофорами у Бремена все очень по-немецки, четко, понятно, организовано. Go! Но есть одно место, где туристу я все-таки бы посоветовала не слишком расслабляться. И нет, здесь не карманники и не преступники. В самом центре старого города, прямо на главной площади, ходят трамваи. И самое коварное здесь то, что никаких тебе привычных бордюров. Площадь выглядит как огромное пешеходное пространство, а рельсы как будто просто аккуратно спрятались между туристами. А турист чем занят в этот момент? Он смотрит на ратушу, Роланда, фотографирует все подряд. А из-за спины дзынь-дзынь, что трамвай здесь не участвует в экскурсии. Он просто едет по своим делам. И, надо сказать, достаточно бодро. Поэтому мой совет – будьте особенно на этой площади аккуратны. И особенно, если вы с детьми. Со скамейками тоже все отлично. Мест много и в любой момент можно найти свободное. Ну что, тест пройден. 3 против 2. Ну, Бремен, честно говоря, хотелось бы немного лучше. Если вы со мной согласны, поставьте лайк. Если не согласны, тоже поставьте лайк. Ну, обязательно напишите в комментариях ваше мнение. Wi-Fi на всем туристическом маршруте работает абсолютно отлично. Много станций подзарядить свой электромобиль. Парковки стоят недешево, но место всегда можно найти. А если вы приехали на своих двух, то общественный транспорт, скорее всего, вам не понадобится. Все в пешей доступности. Если вы сейчас меня спросите: Юля, а какое место в Бремене тебе понравилось больше всего? Я даже думать не буду. Это Шнор. Узкие улочки, маленькие фахверковые дома, кривоватые фасады, цветы, какие-то крошечные дворики. И при этом это не декорация, здесь действительно живут люди. Раньше здесь жили в основном речные рыбаки, моряки, ремесленники, торговцы, и квартал был совсем не элитным. Более того, в начале 20 века из-за тесноты Шнор превратился в бедный район. Автомобили сюда нормально проехать не могли, места было мало, а сами дома стояли буквально друг на друге. То есть вот эти узкие улочки, которые сегодня выглядят как главная туристическая прелесть Шнора, когда-то были скорее проблемой, а теперь город сделал из этой проблемы достопримечательность. Хочу признать, сделал хорошо. Большинство исторических домов здесь тщательно восстановлены. Район полностью пешеходный, и сегодня сюда приходят уже не рыбаки с уловом, а туристы с телефонами и фотоаппаратами. Но вот с точки зрения сохранения истории это 10 из 10. Само название Шнур, кстати, происходит от немецкого «шнур», потому что маленькие дома действительно здесь стоят так плотно, будто их нанизали на нитку. Здесь я абсолютно соглашусь с туристическими гидами. Место действительно классное. Не просто красивый фасад, здесь хочется свернуть в каждую боковую улочку и посмотреть, что там спряталось. И тут есть одна интересная традиция, которая сохранилась с 16 века. С 1545 года здесь собирались моряки и купцы на так называемый Schaffermahlzeit – специальный ужин, связанный с мореплаванием и помощью морякам. И эту традицию проводят до сих пор. Правда, сейчас это уже не столько ужин, это 5 часов, несколько блюд, 12 речей. И если тебя пригласили как гостя, участвовать можно только один раз в жизни. У меня на канале тоже есть традиция, и я рассказываю для моих новых зрителей, что здесь, на канале, вы можете найти плейлисты по странам. А в них, в каждой стране, внутри плейлиста, города. Это удобно, если вас интересует что-то конкретное. Я всегда рада новым людям. И добро пожаловать в наш теплый круг смайликов.
Гулять по Шнору голодной я не хотела, поэтому решила проверить еще одну важную достопримечательность любого города – местную выпечку. Поверьте, посидеть в кафе в таком районе – это отдельное удовольствие. Все настолько маленькое, тесное, камерное. Среди этих старых домиков ощущение какое-то такое очень домашнее. Особенно приятно, что нет чувства, что меня посадили сюда исключительно для того, чтобы побыстрее обслужить следующего туриста и заработать еще пару евро. Я взяла Bremer Klaben – бременскую выпечку, которую здесь пекут уже несколько столетий. Внешне он похож на штолен, но есть отличия. Клабен гораздо плотнее и тяжелее, в нем много сухофруктов и специй, а вот привычного для штолена марципана и толстого слоя сахарной пудры здесь нет. На вкус он довольно серьезный. Один кусочек, и ты уже понимаешь, почему его не продают, как легкий перекус. Но Шнор – это только одна сторона старого Бремена. А чтобы понять, откуда вообще у этого города взялось все его богатство, нужно идти к воде, потому что Бремен – это не только сказки и фахверковые домики, это прежде всего торговый город. Шлахте – очень популярное место для прогулок в городе. Здесь рестораны, бары, пивные сады, корабли. Летом сюда люди приходят просто посидеть у воды и потусоваться. Название происходит от идеи вбивать сваи, потому что именно сваями здесь укрепляли берег Везера, а первое письменное упоминание Шлахты относится еще к 1250 году. Больше 600 лет это был настоящий порт Бремена, место, где город буквально зарабатывал себе на жизнь. Здесь разгружали корабли, таскали бочки и зерно, работали грузчики, возчики, смотрители порта. Со временем начали ощущаться проблемы. Река Везер постепенно мелел, а корабли становились все больше, и уже с 16 века крупным морским судам становилось все сложнее добираться сюда. В какой-то момент маленькие суда были вынуждены забирать товары от больших кораблей и везти их дальше по реке, а Бремену, который жил торговлей, такой расклад, мягко говоря, не очень нравился. Я решила прокатиться по Везеру на кораблике, и здесь совершенно обычная туристическая история. Прогулка длится 75 минут, билет для взрослого стоит 19,50. И знаете, что меня удивило? Кораблик оказался практически полный, и очень много именно немецких туристов. Я почему-то себе представляла, что сейчас буду кататься среди иностранцев с фотоаппаратами, а оказалось, немцы тоже любят посмотреть на свой город с воды. Считаю такую прогулку не только приятной, но и полезной для того, чтобы понять, на чем вообще город разбогател. На торговле, на порте, на Везере. Уверена, у каждого туриста Бремен ассоциируется с бременскими музыкантами и с Роландом, и красивой сказочной картинкой. Насколько здесь с маркетингом мы с вами уже обсудили. А сейчас посмотрим вокруг. Склады, краны, промышленные здания, огромные территории, корабли. Вот это уже совсем другой Бремен. Не тот, что попадает на открытки, а тот, которым город жил и продолжает жить сегодня. Масштаб удивляет. Земли всего этого незаметно. Когда гуляешь по центру, кажется, что Бремен, он весь такой уютный, компактный, немножко игрушечный. А вот здесь начинаешь понимать, ребят, а здесь вообще-то серьезный порт. А потом опа! И среди складов и портовых амбаров такого точно не ожидаешь увидеть. Уберзеерштадт – один из самых масштабных проектов городской перестройки в Европе. Еще до 1991 года здесь был настоящий порт. Потом его закрыли, огромную территорию буквально засыпали песком, и с 2000-х годов здесь начали создавать совершенно новый городской район. Современные дома, офисы, рестораны. Довольно неожиданно, согласитесь. Думаю, что каждый из вас хоть однажды в жизни ел эти кукурузные хлопья.
Бремен был единственным немецким его производителем. Завод работал здесь больше 50 лет. Сейчас производство закрыто, а огромную территорию постепенно перепроектируют под новый городской район. Вот что забавно, Бремен находится далеко не у моря. До Северного моря отсюда еще несколько часов пути по Везеру. Но город всегда умудрялся использовать эту реку как выход в большой мир. Несмотря на то, что на улице было очень жарко и прогулка началась в 15 часов, на корабле было достаточно комфортно и приятно. Все люди сидели на улице, но при этом в тени. Прохладительные напитки можно было купить прямо на борту. Мне очень понравилось, время пролетело незаметно быстро, и оставила прогулка только самые приятно запоминающиеся эмоции. Окей, возвращаемся к нашим туристическим фишкам. Что еще нам красивого продадут в Бремени, как местную легенду? На очереди шоколад Хахетс. Шоколад действительно родом из Бремена, и это красивая история, основанная в 1890 году. Красиво оформленный магазин, огромный выбор конфет и шоколада на любой вкус, цены, соответственно, не демократичные, но есть один маленький нюанс, о котором туристу могут и не рассказать. Если что, вы можете купить здесь хахет и решить, что привезли домой настоящий бременский шоколад. Ну, скажем так, история на упаковке немного интереснее, чем география производства. Бремен умеет зарабатывать на туристах не только шоколадом. Здесь даже канализационный люк решил стать достопримечательностью. Кидаете монетку, и из-под земли начинают петь бременские музыканты. А вот собранные деньги идут на благотворительность, и это, безусловно, очень круто. Да-да, это тоже Бремен. Таким я его тоже застала, пытаясь пройти из одной части вокзала в другую, минут 20. Концерт знаменитой немецкой группы Totenhausen парализовал полгорода. И самое противное было смотреть, что становится с городом. Вот как вы считаете, должны ли владельцы киосков с питанием следить за чистотой в такие моменты? Или все же оставлять убирать это городу на следующий день? А сейчас время рубрики «Последние новости». С 15 августа по 4 сентября здесь, в Бремене, будет проходить большой музыкальный фестиваль, который в этом году проводится уже 37-й раз. 45 мероприятий, десятки площадок, а музыка здесь самая разная, от классики и оперы до джаза и мировой музыки. Но предупреждаю, если вы приехали и собираетесь сделать пару красивых фоток, ратуши, Роланда, уютных улочек, я бы сильно не обольщалась, потому что Бремен сейчас выглядит примерно так. Сцены, палатки, конструкции, оборудование, люди. И все это прямо посреди той самой красивой открытки. Есть в городе места, которые гиды обходят стороной. А очень зря. Да, это не сказка, но это часть этого города. Этого слона построили в 1932 году в память о немецких солдатах, погибших во время войн, когда Германия захватывала территории в Африке. Тогда памятник прославлял эту историю. А после войны его первоначальные надписи и символы убрали, а в 1990 году уже полностью изменился его смысл. Теперь он напоминает о людях, которые пострадали во время немецкого господства в Африке. Вот это место. О нем многие туристы даже не знают. Здесь лежат 8 настоящих мумий. Люди, которые естественным образом сохранились в свинцовых саркофагах. А у одной из этих мумий даже нашли в позвоночнике пулю. Видео и фотосъемка здесь запрещены, но если будете в Бремене, советую заглянуть в это место. В Бремене мне также встретились Штольперштайны, камни памяти жертв Холокоста. Я уже подробно рассказывала о них в видео о Будапеште, поэтому повторяться не буду. Если интересно, ссылка выше справа.
В городе, похожем на сказку, есть одно очень несказочное место, причем прямо в самом центре, рядом с собором, и большинство туристов проходит мимо, даже не понимая, что здесь произошло. Здесь в 1831 году казнили Геше Готфрид, женщину, которую сегодня называют самой известной серийной убийцей Бремена. Она отравила 15 человек мышьяком. И это была последняя казнь в этом городе. И среди них были ее родственники, мужья, дети и друзья. А вот этот маленький камень в брусчатке, Шпукштайн, плевательный камень, он отмечает место ее казни. Название появилось потому, что жители Бремена плевали сюда в знак презрения к ней. Эту интересную деталь тоже легко пропускают туристы. Гандзинский крест. Он напоминает о Гандзинском легионе, в котором вместе сражались жители Бремена, Гамбурга и Любека во время освободительных войн против Наполеона в 1813-15 годах. Он появился здесь еще в 1863 году и сегодня символизирует свободу и объединение. О ратуше и Роланде вам расскажут в любом видео и с любым гидом. Ну куда же без них? Главная звездная пара Бремена. И, кстати, вполне заслуженно. В 2004 году их внесли в список ЮНЕСКО. Обратите внимание на ратушу. Она действительно историческая. Не новодел. Во время войны ее удалось сохранить. Хотя реставрации за 600 лет, конечно, хватало. Но вот за кадром остается обычно погреб Ратскеля прямо под ратушей. Там около 600 немецких вин и старинные бочки. Так что, если захочется не еще одной исторической справки, а чего-нибудь покрепче, вы знаете, куда спускаться. Рядом с ратушей Бременский собор. 1200 лет. И в отличие от многих зданий Бремена, он пережил войну, хотя бомбардировки его все-таки не обошли стороной. Поэтому здесь такая смесь между древней основой и тем, что пришлось восстанавливать уже в наше время. Бетхерштрассе. Ну и сложно тут не рассказать про этого серьезного дядечку. Это Людвиг Розелиус. Человек, который сначала сделал состояние на кофе, а потом, кажется, решил объявить войну кофеину. История достаточно необычная. Его отец умер в 1902 году, и врачи связали его смерть, представьте, с чрезмерным употреблением кофе. Сомнительно, но Розелиус после этого загорелся идеей убрать из кофе кофеин, но оставить сам кофе. В итоге он запатентовал способ декофеинизации и в 1906 году основал Кафе Хак, первую в мире компанию, которая производила кофе без кофеина. Вы спросите, ну и при чем тут Бетхерштрассе? На вырученные деньги он построил не сеть кофеин, он построил улицу. И это экспрессионизм, причем кирпичный. Закрученные фасады, необычные окна, кирпичные узоры и здания, которые выглядят, как будто их придумали не архитекторы, а люди, которым просто приснился очень странный сон. Видите эти колокольчики? Их здесь 30, и они сделаны из специального фарфора. А рядом во время игры начинают вращаться вот эти деревянные картины. На них люди, которые в разное время пересекали Атлантику. От викингов до первых авиаторов. Это все придумал Розелиус. Ему не хватило просто красивой улицы. Ему нужно было обязательно, чтобы она еще и звонила, крутилась и рассказывала историю. Но у этой улицы есть неожиданный поворот. Сам Розелиус был националистом и открыто симпатизировал нацистам, надеясь, что режим оценит его взгляды. Но не тут-то было. Нацисты посмотрели на Бетхерштрассе и решили, что искусство здесь слишком неправильное. И объявили ее примером так называемого дегенеративного искусства. Перед входом на улицы висит этот золотой рельеф. Это не украшение, это жест отчаяния. Розелиус повесил его в 1936, надеясь откупиться лояльностью. И Гитлер решил оставить улицу, но не как достижение, а как наглядный пример. Вот как плохо было до нас. Что-то вроде музея позора под открытым небом. Люди должны были смотреть на улицу и думать, какой ужас, хорошо, что нацисты пришли и это все исправили. Но вот гиды молчат, что во время войны улицу разбомбили почти полностью. Ее отстроили заново уже после войны, стараясь максимально повторить оригинал.
На Бетхерсштрассе много небольших магазинчиков с изделиями ручной работы, сувенирами. Даже есть магазинчик с бонбонами. По-русски это просто конфеты, но бонбоны звучит как-то гораздо красивее. Но мне показалось, что туристы приходят сюда не за покупками, а вот это место притягивает людей гораздо сильнее. 7 ленивцев. Да-да, именно 7. И, честно говоря, после нескольких часов беготни по Бремену я их уже начинаю немного понимать. Но если серьезно, по бременской легенде, 7 братьев были настолько ленивыми, что соседи уже махнули на них рукой. Но братья отправились странствовать, вернулись в Бремен и придумали, как облегчить себе работу. Но мне кажется, что смысл этой истории гораздо глубже, чем просто 7 ленивых братьев. Эти ребята просто нашли другой способ облегчить себе жизнь. Не больше работать, а думать, как работать проще. Этих 7 можно увидеть и на фасаде, прямо при входе на улицу. Вот это я понимаю, карьерный рост. Ничего не делать и все равно попасть на фасад. Если же любите живопись и художников, здесь находится музей Паулы Мадерсон-Беккер. Розелиус был большим ее поклонником и коллекционером. Он собрал ее работы и в 1927 году открыл здесь музей. Это вообще был первый в мире музей, посвященный творчеству женщины-художницы. А в этом году ей бы исполнилось 150 лет. Однозначно Бремен оставляет у меня чувство, что это город-бунтарь. Он никогда не был богатым и вылизанным, как Гамбург или Мюнхен. Это портовой торговый узел, который привык бороться за свою независимость. То от епископов, то от законов, то от стереотипов. Я, конечно, думаю, немного подорвала авторитет города-сказки. В общем, сказку я так и не нашла. Впрочем, как и преступников, если не считать подпивших смельчаков, решивших, что в такую жару им море по колено. Ну, если не ходить по Бремену в розовых очках и не ждать от него сказки, город все-таки интересный, потому что можно найти здесь что-то неожиданное, и он достаточно безопасен для туристов. Города встречаю я с улыбкой. Возможно, там найду ошибку, ведь в каждом месте свой секрет, своя легенда, свой завет. Я все проверю, разберусь и с новой тайной к вам вернусь. А пока подержусь за копыта и загадаю, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. До встречи в следующем городе.